Всем привет! С вами канал «По дороге домой», и сегодня мы поговорим о разных способах ввода денег в Аргентину. Как бы смешно это ни звучало, но в 21 веке в Аргентине стоит такой вопрос. Здесь я только от себя добавлю, что на наш взгляд это уравновешивается теми плюсами, которые ты здесь получаешь. Итак, способ номер один. Вы, конечно, будете смеяться, но это наличные в чемодане. Тут нужно иметь в виду три момента. Первое. Уточняйте нормы вывоза из страны, откуда вы выезжаете, потому что могут быть ограничения. Второе. Нормы ввоза в Аргентине таковы. На взрослого человека можно ввести без декларации 10 тысяч долларов, на ребенка до 16 лет 5 тысяч долларов. Если сумма превышает эти значения, то нужно будет заполнить декларацию и, возможно, подтвердить происхождение этих средств. Ну и третий момент — это то, что вести с собой большую сумму денег может быть достаточно волнительно. Если первый способ был совсем без потерь, то второй способ уже имеет некоторую комиссию. Так, например, система Western Union, которой мы пользовались сами, имеет две разные опции. Первое, вы можете отправить деньги из отделения Western Union в стране отправления в отделение Western Union здесь, в Аргентине, и получить их в песо. Здесь важно отметить такой момент, что из некоторых стран, таких как Россия и Беларусь, Western Union вроде как ушел. Поэтому есть другой способ отправить деньги из этих стран через посредника и все равно получить их здесь в отделении Western Union в песо. При этом нужно иметь в виду вот какие моменты. Комиссия Western Union при отправке сумм до 900 долларов составляет 18 долларов за перевод. Если сумма превышает 900 долларов, то комиссия уже 30 долларов. Кроме того, курс, по которому вы здесь получаете песо, обычно выше параллельного курса доллара, то есть курса Blue. И еще один важный момент. Максимальная сумма переводов в год на одного человека 7000 долларов. И да, если посчитать 18 долларов от 900, комиссия, это получается 2% ровно. Третий способ еще чуть менее выгодный. Это криптовалюта. Комиссия здесь может составлять от 3 до 5,5% или даже больше в общей сложности. Мы сами, до того как переехать в Аргентину, ничего не знали о криптовалютах. Только здесь пришлось разбираться. Итак, существует такое понятие, как стейблкоины. Это может быть, например, USDT, то есть цифровой доллар. Он существует в нескольких разных сетях. Есть TRC20, есть BEP20, это от Binance. Так вот, соотношение к доллару примерно всегда 1 к 1. Но есть два шага, это покупка криптовалюты и продажа ее здесь, то есть обмен на уже физические доллары. И здесь возможны варианты. Первое, вы можете купить на какой-нибудь криптобирже, такой как Binance и так далее. При этом комиссия составит около 0,5%. Может быть и меньше, может быть немножко больше, в зависимости от того, как вы проведете эту сделку, насколько вам нужно срочно и так далее. Иногда это может быть даже и без процентов, если вы осуществляете сделку P2P, то есть с таким же, как вы, человеком, который хочет в обратном порядке поменять. В интернете есть море видосов по поводу того, как это сделать, мы поэтому не будем здесь вдаваться в детали. Второй способ – это обмен через криптообменники онлайн либо офлайн. Их список можно найти на таких сайтах, как bestchange.ru и так далее. Там комиссия может варьироваться около 3,5–5,5% за сделку. Мы в самом начале, когда еще не особо разбирались, пользовались как раз вот вторым способом. Но впоследствии разобрались и стали пользоваться способом номер один. Это покупка на криптобиржах. И в таком случае довольно-таки выгодно. То есть вы можете заводить ваши деньги, например, с карточки на криптобиржу, будь то Binance или какая-то другая. И там на эти деньги покупать криптовалюту посредством сделки P2P, точно так же разместив объявление и быстро это выполнив, либо какими-то другими способами, там, поиграть в торгах и так далее. Мы тоже сильно не углублялись в детали, выполнили то, что нам было нужно, и в принципе довольно выгодно. Ну а шаг номер 2 – это, собственно, вывод криптовалюты здесь. И тут возможны варианты. Есть криптообменники или криптоматы, куда вы можете прийти, оформить там свой перевод и получить наличные деньги прямо на руки.
И второй способ — это как раз через посредника Western Union. То есть вы человеку переводите на его кошелек криптовалюту. Единственный момент, что при переводе криптовалют или стейблкоинов, которыми считаются USDT, действует тоже небольшая комиссия. При этом в сети BEP20 от Binance комиссия существенно ниже. В последнее время за переводы в сети TRC20 я заплатил $1.99 за один перевод. То есть это было очень много. Так вот, переведя стейблкоины посреднику, вы получите уже здесь, в Аргентине, песо в отделении Western Union. Теперь давайте посчитаем затраты. Если пользоваться способом покупки, например, криптовалют на криптобиржах и выводить здесь максимально выгодным способом, нам удавалось найти человека, который обменивал нам по 3% здесь. И покупать нам удавалось там, до 0,5%. То есть в общей сложности где-то 3,5% потерь от общей суммы. Если мы пользовались такими сервисами, как посредники через Western Union, с учетом всех там разниц курсов, комиссий на перевод и так далее, это получалось в районе 5%, там, от 4 до 5%. Если же покупать криптовалюту не на криптобиржах, а в каких-либо криптообменниках, где уже за покупку только вы заплатите от 3,5 до 5%, то еще плюс нужно добавить обналичку здесь. То есть это еще от 3 до 5%. То есть в общей сложности можно до 10% потерять. Четвертым в нашем рейтинге является скорее даже не способ вывода денег, сколько способ просто расчетов. То есть если у вас есть карта Visa, то с декабря прошлого года для расчетов с карт Visa действует отдельный курс, не официальный и не параллельный в то же время. Он называется тархета, что с испанского переводится карточка. И на сегодня, если курс Blue составляет 482 песо за доллар, то курс тархета 465.6, что-то такое. И это получается где-то 5,5%. То есть вы можете своей карточкой Visa рассчитываться без особых заморочек там, в магазинах, на заправках и так далее. То есть таким образом свои деньги сюда, грубо говоря, вводить. Ну, по крайней мере, этот способ хорош тем, что он от вас не требует никаких дополнительных усилий. Но если говорить о снятии денег, то есть о обналичке в банкомате, то здесь я бы вам не рекомендовал, потому что в таком случае, скорее всего, вас обложат каким-нибудь дополнительным налогом и могут таким образом раздеть догола. Поэтому рассчитываться да, снимать нет. Вы удивитесь, но у нас для вас есть еще два способа. Правда, мы ими сами особо еще не пользовались и не можем сказать ничего по затратам, поэтому мы разместили их в конце. Итак, первый из них это есть такие системы, как Wise, PayPal и Payoneer. Но, насколько я понимаю, и просто из логических размышлений, там в любом случае будет какая-то комиссия, которая навряд ли будет ниже, чем при переводе с криптовалюты. Поэтому мы особо не уделяли внимания этим способам. И второй из этих способов это покупка акций или ценных бумаг и продажа здесь через брокера. К сожалению, я пока не могу здесь ничего сказать подробно, но у меня уже есть купленные акции, но я пока не довел их до получения уже каких-то физических денег на руки. По информации, которая у меня есть, этот способ должен быть очень выгодным и, возможно, даже выгоднее, чем все остальные. Но посмотрим. Возможно, чуть позже, когда у меня появится больше информации, я поделюсь ей с вами. Будет здорово, если вы в комментариях сможете поделиться теми способами, которыми пользуетесь вы. Если они окажутся более выгодными, то будет классно, вы поможете своим соотечественникам. Следующие два выпуска будут об аргентинской айтишке. Первый из них будет рассмотрение работы внутри аргентинской компании. Кстати говоря, вот я нахожусь как раз в офисе моей компании, где я работаю. Можете видеть, как здесь уютно и комфортно. Об этом расскажем попозже. И второй выпуск будет интервью с разными
ребятами, представителями не только разных направлений, но и ситуации у них совершенно разные. Например, будет девушка, которая прилетела сюда из Беларуси 5 лет назад и здесь вошла в айтишку, то есть отучилась и устроилась в аргентинскую компанию. Будет случай некоторых ребят, которые один прилетел сюда еще в начале 2000-х и тоже отучился здесь и устроился здесь, но работал на зарубежные компании. Также будут две истории аргентинцев, один из которых работает на местную компанию, на мою же, кстати говоря, и второй работает на компании из США. И еще будут один или два парня из Беларуси, тоже довольно интересные кейсы, которые работают на две компании одновременно, то есть на аргентинскую и на зарубежную. И вот, что я хотел сказать, это если у вас есть какие-то конкретные вопросы, которые вы хотели бы задать, тоже можете оставить их в комментариях, и мы постараемся на них максимально подробно ответить. Кстати, если нравится то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если вы не хотите пропустить наши следующие видео, жмите на колокольчик. Ждем ваши ответы и пожелания в комментариях. И до новых встреч. Пока.